Ребят, я знаю, многим из вас достала уже эпоха, и постоянно побеждают вас скаутами, луками, вот этими задротными хероидными билдами. Вы уже удалили эпоху и никогда не собираетесь возвращаться. Если вы удалили эпоху, ладно, пока не устанавливайте ее обратно, дождитесь середины апреля. И вот тогда сохраните место, освободите место на своем диске и установите эпоху заранее, потому что нас ждет самый большой патч в истории AOE для Definitive Edition, как кажется. То есть это, возможно, можно сравнить с тем, как вот вышло от Definitive Edition в 2019 году. Это примерно что-то похожее. Итак, Sneak Peek контент, новый контент. Посмотрите сразу на эту картиночку. Здесь у нас новые всякие графические монахи, графические изображения, да, то есть новые животные, новые деревья. Ладно, давайте. Патч слишком большой, изменено много все. То есть внимание, патч выйдет только в середине апреля. Сейчас мы просто получили информацию, которая будет примерно, то есть патч notes мы получили. Посмотрите на скролл, какой он огромный. Я не буду, я пройдусь по всему, но быстро, потому что, слишком много всего, честно говоря. Короче, всякую фигню мы, наверное, читать не будем. Начинаем читать. Так, да, легендарный патч. Мы ждали реально полгода, никаких нормальных патчей не было. Реально пофиксили очень много всего, сейчас мы до всего дойдем. Так, погнали. То есть, что нас ждет в начале? Куча фиксов, багов, это точно. Новый визуал новый. Замки. Наконец-то уникальные юниты, апгрейды для элиток, да? Монахи и монастыри, но не только. Так, дерево технологий будет изменено, баланс change, огромный, куча наций изменили, и даже сами нации. Так, новые карты, новый контент для всего мододелов, всяких прочих пацанов. Погнали сразу. Там есть баги с рестором игр, и если ты не хост, ты не мог ресторить игру, но теперь вроде как можно. Так, дальше у нас что из важного, я буду переводить только то, что будет важно. Так, when using any revenge. Ладно, здесь, в принципе, не такое важное. Тут говорится про то, что не будет проседать FPS, когда вы пользуетесь автофермами. Может, это и ускорит автофермы, я не знаю, пока проверить это невозможно. Патча самого, потому что еще нету. Так, ладно, графика. Тут какая-то фигня с элитными янычарами, графикой. Тут какие-то непонятные тоже дома. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Интерфейс. Ладно, сейчас мы дойдем до самого важного. Так, для исторических битв есть интерфейс специальный в кампании, сценарий. Так, Stonegate, это не важно. Какой-то айдишник. Там, не знаю, я не замечал, когда ты там следуешь за монахом, это не важно. Так, следуешь монахом. Так, отображение скорости строительства испанскими крестами. Я, в принципе, это уже немножко читал. Ну, ладно, это так не супер важно. Добавлен на Regicide режим для Return of Rome. Тоже не так важно. Так, по хаткеям, горячие клавиши. Теперь очень интересно, когда вы выбираете всю армию специальным хаткеем, монах, которому вы приказали идти за реликом, либо он уже идет обратно с реликом, либо он еще только идет за реликом, он не будет выбираться через хаткей выделения всей армии. То есть это отдельный монах, он выполняет свои задачи. Это супер. Его не трогаем. Так, выбрать всех героев это не так надо. Здесь я не совсем понял, честно говоря. Они переименовали изменить оружие хаткей на Change Mode. Видимо, как будто бы сейчас изменить оружие доступно только для рад, но походу будет еще какие-то юниты, которые будут менять свой, состояние какое-то, и, видимо, поэтому разрабатываются некоторые другие хаткеи. Так, тут для лучшего понимания переименовали хаткей в Unload Siege. Xbox нас не интересует. Смотрите картиночки. Представляем вам 25 новых замков, да, как они будут выглядеть для каждой цивилизации. Каждая цивилизация будет иметь свой уникальный замок. Посмотрите на некоторые из них, это просто офигенно на самом деле. Попытайтесь угадать, что есть что, где какой эфиоп, где кто, где какой дополнительный португалец. 25 новых. Придется дожить до середины апреля. Ладно, дальше. Уникальные юниты, это вообще прикольно, смотрите на тектоника, просто эпик самурай, да, это вообще все круто. Ну и каждый юнит такой какой-то более армированный, бронированный. Так, также добавлено несколько визуалов для неэлитки тоже, видите, измененные слоны, тут какой-то британский лучник, тут что-то с пламс обрезали. Хорошо, дальше... Там еще герой тоже, соответственно, будет меняться. И вот это самое прикольное. Ну, на самом деле, тут очень много всего такого прикольного. Монахи новые. 6 новых монахов. Посмотрите на вот этого челика. Это вообще, короче, типа идет такой... А вот это что за колдун? Ну, вообще прикольно, конечно.
А, я просто представил Манкраша вот с такими монахами, это эпик. Так, также будет добавлена новая анимация конверта для монахов, а предыдущая анимация будет использована для лечения. Что за анимация новая, я не знаю, будет очень много всего нового. 3 новых монастыря. Это немножко странно, типа монастырь только для Византии, окей, они часто играют монахами, и для эфиопов не так часто играют монахами, и для Shamanic Civilizations. Что значит? Что это значит? Какие у нас цивилизации шаманов? Я не знаю. Так, также в иконочках для игроков можно выбрать региональных монахов. Блин, все, я ставлю монков. Ладно. Очень важное обновление анимации, синхронизация анимации атаки. Грубо говоря, теперь анимация визуальной атаки будет совпадать с тем, как юнит действительно бьет. Если Пика и Скирм действительно медленнее бьют, ну Скирм там нормально было, Пика медленно бьет, значит и будет медленная анимация более, но она будет синхронизирована. И даже звук тут вроде как тоже засинхронизирует. Потом добавлена какая-то новая айдол анимация для крестьян, пика, маюков, гуламов. Вот это интересно. То есть между тем, как они будут сражаться. Не совсем понимаю, как это будет реализовано, но интересно. The speed of some animations has been adjusted. Ну, это, в принципе, то же самое, я не знаю. То есть, короче, это не меняет никак геймплей, просто визуально будет выглядеть все круче. Так. Тут добавляется еще какая-то дополнительная анимация для большого количества пехоты. То есть будет не одна одинаковая анимация, просто лупит, а там еще какая-то. Там вот там как-то. И в больших пачках мы это будем видеть. То есть не 40 мечей одинаково бью, да, как, знаешь, подходишь 30 чемпионами по ТЦ и рубишь, а они там будут что-то выковыривать, в общем. В общем, будет что-то более живое будет, наконец-то. Вот это, честно говоря, что? Я это почему-то это прочитал. As well as the grading animations. Ладно, это не совсем важно. Дальше. В дереве технологий у нас будет изменено расцветка, да. То есть оригинальные юниты будут вот таким вот каким-то фиолетово-синим цветом. Оригинальные здания, как караван-сарай, которые доступны там хиндустанцам, персам. Таким красненьким, розовеньким, уникальные здания. Так, и смотрите, как будет реорганизовано дерево технологий. Вы можете заметить, что сейчас у каждой цивилизации отображается почти у всех нет орлов, почти у всех нет этого. Зачем это отображать, да? Этого не отображается, отображает только то, что есть. Оригинальный юнит, который есть. Здесь это какой-то там Elite Fire Lancer. Но про это мы узнаем дальше, да? То есть в этом плане все четенько. Consistent wording. Так, тут они говорят, что будет более четко дано описание в подсказках, что есть что по поводу юнитов и технологий. Это довольно важно тоже. И будет конкретно сказано, что технология дает, потому что не всегда сказано правильно, на самом деле. Так, тут тоже изменено очень прикольно. Посмотрите, раньше здесь мы видели апгрейд на чемпиона либо пику, а сейчас сам юнит отображен. Так будет легче распознавать, да, если вы заметите. То есть в ускоренном дереве технологий, когда наводишь на иконку нации в игре, оп, сразу лучник, скирм, ЦА, понятно. Сразу понятно, что происходит. Так, здесь у нас, не знаю, по поводу точности трибушета что-то зафикшено именно по описанию. Так, ну то, что на Чукану действуют стрелы в кузнице, это тоже будет сказано. Ну, в общем, некоторые фишки, которые не были сказаны, будут сказаны и теперь описаны. Атака Armor Display. Очень важная фигня, которая, ну, многим, наверное, поможет, да. Теперь, когда ты наводишь в описании юнита на его атаку, допустим, либо защиту, тебе отображается, какой у него бонус, наконец-то. В Capture Edge это есть, но это Capture Edge, а в игре, пожалуйста, вот, посмотрел, ага, у нас по кораблям 4 есть какой-то бонус, по пикам 2, ну, в общем, и то же самое даже с броней, в общем, это имба. Почему-то тут еще какой-то прикол, типа Eagle Warrior, класс брони орлов будет Shock Infantry, да, потому что теперь какие-то будут еще новые юниты, такие как Fire Lancer и Giant Swordsman. Чего это? Главное меню. Теперь будет, как выглядит главное меню, да, тут у нас моды появились недавно, а теперь еще редактор карт быстрее достигается здесь отсюда. Так, ну и новости там куда-то выпиленные в другое место, это нормально, нафиг они. Так, геймплей. Видно, реально сильно поработали разрабы тут все-таки, не совсем они так пивели, просто долго готовились и наконец уже хотят нам объявить об этом. Кстати, стоит отметить, что если середина апреля, то это значит, что перед варлордами, как раз перед квалификацией варлорды выпустят патч по ходу, и все варлорды, может, будут откатаны на абсолютно новом патче. Так, это у нас геймплей пошел, это мы сейчас только третья штука. Так, мосты будут теперь отображены на карте, на миникарте, ну это все такое.
Так, вот это я совсем не понял. Increase the reveal around the monument. Короче, там будут увеличены зоны вокруг монументов, по которым можно выиграть в King's Hill. И вокруг реликов тоже по релику Victory. Ну, я не совсем понял, видимо, это будет визуальное просто изменение. Теперь, когда вы ставите гандикап, да, какому-то своему союзнику пивушку или врагу пивушку, да, это гандикап не будет влиять на бонус урон. Бонус урон всегда одинаковый будет, да. Но гандикап есть гандикап, все равно больше резко и все прочее. Также теперь не надо включать в настройках Antiquity Mode, чтобы рыбаки могли добывать устриц новое золото на воде. Так, теперь тоже нововведение такое, хотя оно и так работает, как бы, ну, у меня хаткей на Idle Villa это пробел, а на всех Idle Vill'ов Shift пробел. Ну, и тут сказано, что какой бы у тебя ни был хаткей на Idle Villa, допустим, это будет просто 7, да, зажимаешь Shift 7, это все Idle Vill'ы. В принципе, удобно, и так оно должно быть. Так, давайте почитаем фиксы, что они зафиксили. Тут есть реально важные вещи, потому что, так, это не важно. Очень много всего, хочу просто успеть. Если там врубаешь Build Range Indicator мод или в настройках, то иногда даже у юнитов показывается, насколько далеко они стреляют. Так быть не должно. Это пофиксили. Самое важное. Теперь автоматически кресты не должны убивать, когда вы садите в ТЦ, да? То есть вы их сели в ТЦ, приказали убить кабана. Но как только вы вышли, но новый загрузился крест, он не будет автоматически стрелять в кабана, если ты явно не прикажешь еще раз. Наконец-то. Тут говорится про то, что когда ты садишь очень быстро вилов и потом высаживаешь их, не все стрелы выскакивают. Но должны все стрелы выскочить, короче, теперь выстрелить. Тоже самое важное, то, что когда иногда баг интерфейса, что не отображается, что ты можешь выйти из ТЦ, да, садишь крестов в ТЦ и не можешь выйти, потому что интерфейса нету, и все. Теперь это будет пофикшено. Наконец-то. Так, тут какой-то бредовый бонус. Это я не совсем понял, что там не работало. Говорит, что когда ты нажимаешь Ctrl плюс драгинг, это ты выделяешь с Ctrl всю армию, с альтом ты выделяешь всю экономические юниты, и теперь это пофикшено. Что там были за ищу, вроде все работало. Но, может, ну, кстати, может, нет. Так, тут зафикшено, чтобы кресты не могли никуда скидывать ресурсы в ненужные всякие доки, а то они могли куда угодно скидывать любые ресурсы. Это бред. Так. Ну, тут говорится о том, что раньше бывает такое, что вроде у креста написано в нем 7 еды, ты скидываешь, а получаешь только 6. И ты такой, чего? Ну, там округление идет неправильное какое-то. Теперь такой ошибки не будет. И это то, что я репортил. Это наконец-то. Короче, warrior присты армянские, да, боевые монахи, теперь они не будут, ну, unresponsive, да, когда они просто не отвечают ни на что, ты их загрузил в таран и высадил, они просто стоят и ничего не могут сделать. Ты должен миллиард раз кликнуть. Теперь этого бага не будет, и мы пойдем рашить. Поэтому это зафикшено, это я очень рад. Это еще такой прикол. Короче, ты конвертишь осадку, например, катапульту, да, а потом ты у себя прокачиваешь, допустим, химию. Там некоторые почему-то апгрейды влияли на это. Ты прокачиваешь химию, и теперь анагра обратно становится манганелью. Короче, был такой баг иногда редкий, теперь это вроде как зафикшено компанией. Так, давайте компании немножечко опустим. Конечно же. Balance changes. Баланс, погнали. Общий баланс для всех наций. Элитный степняк теперь стоит на 300 еды меньше. Это жестко. Это очень легко affordable после импов. Cavalry Archer, Train Time. Так, конные лучники, тяжелые конные лучники производятся на 3 секунды дольше. Это чтобы мета конных лучников немножко ушла. Ладно. Elephant Archer теперь стоит, смотрите, больше золота, но намного меньше еды. Вы серьезно? 60 еды это как рыцарь. Это рыцарь. На 5 голды дороже, чем рыцарь. Ладно. Это просто, когда мне Бов рассказал об этом, я такой просто, я чуть в окно не выпрыгнул. Транспорт шип теперь может перемещать 20 юнитов по умолчанию. Это просто имба, наконец-то. Я просил у разрабов, чтобы не 5 было, а 8, они сразу 20 липанули, все. То есть даже в темной эпохе можно 20 крестов перевести и царашить. Подумайте, какие возможности открываются. Но теперь становится более опасно переводить. Слил транспорт с 20 юнитами, до свидули. То есть интересно. А помните времена, когда транспорт был доступен только в феодале? Все, будем обузить. Так, карининг и драйдок, соответственно, теперь эти технологии, они не увеличивают capacity, количество мест в транспорте. Ну ладно, 20 есть 20, я понимаю, у Сарцина все равно будет 40.
хотя это не точно. В 2 раза больше. Итак, тут тоже важное изменение для командных игр. Телеги торговые, их скорость увеличена, да, 25%, и коги тоже довольно сильно увеличена. Но, соответственно, у нас идет от технологии караван эффект становится меньше, чтобы после технологии караван примерно эффект оказался такой же, как и раньше, я так понимаю. То есть технологию, то есть можно трейд ставить легче, да, действительно в него вкладываться пораньше, они быстрее себя окупаются, а караван делать, когда у тебя там повозок 15, может даже, я не знаю, 10, 15, 20, потому что всего лишь 20% спид дает. Siege Tower Conversion Distance Reduced. Вот это, сейчас я подумаю. Осадная вышка. Раньше осадную вышку можно было конвертить сдалека. И юниты оттуда просто выпадали, насколько я помню. А сейчас можно конвертить с 0,5 талов. Ну, короче, вплотную, как и тараны. Это интересно. Теперь, осадные вышки могут еще лучше играть. Как бы их сдалека не сконвертить. Круто. Building garrison with villagers no longer fire purifiers after siege range. О, да ладно! Building garrison with villagers. Короче, когда ты посылаешь крестьян в здание и прокачиваешь там... Это только касается крестьян. Прокачиваешь там технологии для стрелы, это не влияет на количество стрел. То есть, да, это вообще супер. То есть раньше был какой прикол? Ты сажаешь одного жителя в вышку, да, и нет никакой прокачки, одна стрела. Все логично. Как только ты прокачиваешь стрелу, все, точнее, одна дополнительная стрела от этого креста. Прокачиваешь стрелу технологию в кузнице, он не дает дополнительной стрелы, потому что там вот так вот формула работала. Теперь все зафикшено. Один крест, одна дополнительная стрела. Но это только для крестов. Для лучника все по формуле, я так понимаю, работает. Этот важный момент. Манганели теперь наносят на 1 урон меньше монахам. Для чего это сделано? Потому что иногда теперь, даже когда ты прокачивал хп монахам, все равно Манганель могла убить монаха, могла не убить монаха. Теперь сделали так, что Манганель не убьет монаха с прокачанной хп. С непрокачанной хп убивает. Все первое. 30 хп мертв, 45 живой. Как и раньше и было. Большое изменение по пехоте. Убрали технологию Supplies, которая делала ментов на 15 еды дешевле. Раньше там у какой-то технологии было, это не было. Все, это убрали. У всех чемпы стоят 50 еды с темной эпохи. Все. Там, вне зависимости от бонусов. Бонусы уже влияют на это, да. То есть у годов еще дешевле. Жесть. Жесть. Ладно. Все, не 60 еды, 50 еды. Все, золото не изменяется. Никаких технологий. Просто дешевле пехота. Погнали. Man at Arms, Longsword, Two-Handed Swords and Champion. Так, короче, вся линия пехоты передвигается быстрее, кроме темных ментов. Темные менты все так же медленные, но это окей, потому что лучники, до лучников еще дожить надо, которые их контрят. А здесь 0.96. Что это значит? Ровно такая же скорость, насколько я помню, сколько и у скермов с луками, да? Ровно такая же скорость, как канониров. Окей, будет тяжелее хит-энд-ранить, потому что лучник, когда хит-энд-ранит, он что? Он когда стреляет, он останавливается, а мечник, он не останавливается. Ну ладно. Что касается двуручника. Да ладно, он и так был дешевый, честно говоря. 300 еды сделали 200 еды. Это вообще копейки просто в МП. Upgrade Research на 15 секунд быстрее. Неплохо. И еще плюс 5 хп. То есть жестко апнулся в имп, нажал эту теху и... Супер. А чемпиона? Что чемпиона? На 100 еды дешевле, копейки. Прокачивается 15 секунд быстрее. Тоже важно, слишком долго это было, да? И еще атака плюс 1. Найс. 14 плюс 4 атака. Все, пехотные целы возрождаются. Особенно для более низких рейтингов, там-то с пехотой вообще тяжело будет. А на высоких рейтингах тоже, я думаю, будут приколы, но поменьше. Еще из важного, поджог теперь в феодале, да, и в 2 раза дешевле. Посмотрите на цену поджога. Копейки, прокачиваем поджог. Даже можно, нажать замки, потом поджог прокачать во время перехода. То есть, в принципе, имба. Eagle Scout, Train Time. Теперь орлы будут делаться не так долго, 60 секунд. А раньше было в феодале 60 секунд, 35 в замковой. Сейчас 50-35 будет, 50 секунд. Чуть-чуть быстрее. Хотя у ацтека, соответственно, еще быстрее на 16%. А вот ацтек. Погнали по нациям конкретно. Чего они сделали с Ягуаром, я вообще не понял. Ягуар элитный, атака с 10 до 15, с 12 до 19. Серьезно, просто в космос улетает атака, но, внимание, бонус урон против пехоты как раз на 5 уменьшен. Но в целом это все равно плюс. То есть у них в целом они подойдут к этому конному лучнику, их хренак там, да. Now gain +1 attack when defeating a military unit up to a maximum of +4 attack. Так, погнали. Соответственно, когда ягуар, либо элитный ягуар убивает какого-то military юнита, он получает +1 атаку вплоть до +4.
Это линия имба, это из казаков тема, правильно? Типа, более прокачанный юнит убивает, то есть там атаки будет 40, 50, 90, я не знаю, шучу, конечно. Ну, короче, суммарная атака Ягуара будет огромная просто, с коронкой. Бенгальцы, так, Радхи. Reduced, 100 хп, ага, как у рыцаря, соответственно. Седлом 120 хп. Ну, 5 хп порезали, немножко рад, совсем немножко. Но, элитка производится все так же 18 сек, видимо, а обычная, да. Справедливо, рад можно было масить слишком быстро и дешево, так как они еду не стоят. 20 секунд, нормально, мне нравится. Болгары дальше. Что касается Dismounted конника, который упал. Чувак, Armor Increased. Он более бронированный отстрел. Окей, ну, болгар чуть-чуть, ну, прикольно, кстати, почему нет? Надо не забывать им апать пехотные апы в кузнице болгарам, и будут чилить. Бургунцы, что за большие изменения? Флемиш, милиция. Фламандские революционеры теперь доступны в бараке в феодале. Что в феодале? Может, в замках? В феодале пишут. И теперь они стоят 30 еды, 30 золота. Что за дешевки? Ну, хотя 30 золота, да? Но в феодале юнит за золото. Не понял. Так, понял. Это типа сержанта. Все, его не надо прокачивать, но он типа сержанта. Слабенький, так, 5 атаки, 1-1, плюс 6 кп. Ну, это пичник. Это такая пика. В замковой это уже серьезно очень пика. И в импах как будто как и был чувак. Now has Spearman Armor Class. И, короче, это пика. По сути, прикольно. Ну, слушайте, я не очень понимаю, как это Бургундия здесь будет разыгрывать, но это очень-очень прикольно. Подожди, а где они делаются? Trained at the barrack. Они в бараках делаются. Хорошо, дополнительная пика. Кейт. Рейдера поменяли. Так, цена. Увеличили цену на 5. Нежданчик, но. Так, и уменьшили скорость. Но атаку увеличили у элитного на 15. Ага, смотрите, как сделали. Странно. Интересно. То есть у кельтов раньше было плюс 15% с феодала скорость, теперь плюс 5 с темной, плюс 10 с феодале, плюс 15 замковой, как и было. Плюс 20 в импах. То есть в импах они будут еще быстрее. Ну, в принципе, мне нравятся такие прогрессивные штуки. Китайцы, так, внимание. Китайцы теперь лучная и пороховая цивилизация. И, короче, их будут менять очень сильно. Новые юниты. Начинается. Fire Lancer. Rocket Cards. Хер знает, что такое. Короче, Fire Lancer это какой-то там огненный лансер. Rocket Cards это что-то, какая-то повозка с ракетами, да. Грубо говоря, это что-то кроме... Вместо Манганелли. Дальше. Low Chuans, я не знаю, что такое. Dragon Ships это уникальный апгрейд фаершипом. Это что? Это типа вместо тяжелого фаершипа в импе Dragon Ships? Окей. Новый бонус цивилизации. Fire Lancer and Fire Ships, то есть огненность, все вот это вот. Плюс 5-10%, так, это бонус. Faster. Просто faster, передвигается быстрее. Окей. Но удален бонус на 50% хп брандером, это фигня. Attack increased from 5 to 10. У Чукану, у элитного Чукану. Элитный Чукану 10 урона, что? И что? Тут, конечно, тут учтен скидка. Что? Почему так дорого? Не, ну хотя зато теха крутая. Офигеть, что-то с китайцами делают. Рокетри, ракеты. Тоже увеличено, смотрите. Больше золота и вместо леса еда. Тоже куча еды, надо будет это охереть. Но, так, Чукану плюс 2 атаки, Скорпиону плюс 4 изменяется на Скорпы, Рокет, Картс и Лоу Чуанс атакуют быстрее. Понял. То есть теперь это не влияет на Чукану, поэтому Чукану сделали вот так вот, а Скорпы теперь быстрее стреляют. Что? Ой, не быстрее, а просто сильнее стреляют. Плюс 25% атак, не атак спид. Low Quants, Fire Rockets. Короче, какие-то еще ракеты кто-то... Короче, чуваки будут кидать ракеты. Но смотрите, что происходит. Теперь не будет Camel Riders. Что такое Camel Riders? Просто Camels? Ну, типа верблюдов не будет у нации. У нации не будет верблюдов, ребята. Понял. Теперь это, видимо, вместо верблюдов, чуваки. Mangle Line тоже. У них не будет манганели, катапульты вообще в принципе. Но вместо них будет Rocket Cards. И Cannon Галеонов. Я так понимаю, пушных галеонов не будет, потому что есть, соответственно, Dragon Ships. Дравиды.
У Руми теперь плюс 1 атака, и у Литки нет moving speed. И они быстрее будут бегать. Блин, опасно они будут бегать уже так немножко. И получают Husbandry. Кстати, это значит, что их слонолуки, которые быстро стреляют, теперь могут и быстро передвигаться. И это интересно. Но легкая кава у них есть, но такой, в принципе, кавалерия у них мусор. Грузины. Так, подожди, грузины. Посмотрите, как... Ой. Что с ними сделали, не понял. 2-8-14. 2-8-14. Ну, короче, они почти не хиляются в феодале, честно говоря. Очень медленно, нельзя будет это будет, ладно. Замковый в импах практически так же. Ну, понятно, тут больше про феодал. Скорее, что 2 хп в минуту, это, конечно, дичь. Готы. Хускарлы... Угу, смотрите, их базовая стоимость такая, но за счет скидки она меньше. А здесь, получается, их делают дешевле Хускарлов, и они быстрее тренятся. Вы что, бредите, что ли? Вы что, бредите? Ну ладно. Train time at castles reduced. Ну хорошо. Все. Теперь я совсем согласен. Скидка не такая сильная, ребята. Посмотрите, скидка теперь на 5% меньше. 15, 20, 25, 30. И, соответственно, это подходит по то, что мы увидели с пехотой, потому что дешевле. Тогда все становится на свои места, и тогда понятно, почему дешевле. Хорошо, все продумано. Гуны, элитные тарканы, только элитные. Атак, релот, тайм, так. Ух ты, они будут быстрее атаковать, элитные тарканы. Найс. Итальянцы. С итальянцами неплохо поменяли. Смотрите, убрали по визу, но, внимание. Silk Road, move to Castle Age, cost reduced. Так, смотрим. Давайте так. По визу убрали, но теперь просто на халяву дается эта повиза, да, грубо говоря, что Foot Archers и кондотеры плюс 1 броня. То есть... Канотерам и лукам на халяву дается повиза, по сути. Но меняют уникальные технологии. Silk Road на трейд делают дешевле и перемещают в замковую эпоху. То есть в замковой эпохе можно ставить дешевый трейд, круто. Соответственно, он еще круто ходит, блин, найс. Но новая уникальная технология вместо повиза, соответственно, и в импах. А теперь в импах цена... Так, канониры наносят на 15% deal плюс damage and are more accurate. Короче, канониры более точные и наносят больше сквозного урона, типа, я так понимаю, как у гулямов. Типа с эффектом Скорпиона, грубо говоря. Фух, может, они жестко крутые будут. Мне нравится, что сделали с итальянцами, но японцы. Элитный самурай еще дешевле. Он стоил всего лишь 50 еды, думал 60, 45 еды, дешевейший самурай. Теперь они получают дополнительную скорость и плюс 1 атаку, когда charging at enemy units. Charging at enemy units? Let me translate it. I'm not sure. Я так понимаю, когда они настигают, короче, врагов, они получают дополнительную скорость и атаку. Прикольно. А у них же там элитные самураи, они теперь по-другому выглядят. Это вообще прикол. Team bonus adjusted from galley line. Плюс 4, не плюс 50% к дальности, плюс 4 к дальности. Галерам. Это лучше? Наверное, это в начале лучше. Наверное, это еще больше. Я надеюсь. Кхмеры. Для элитный баллиста Elephant. Уменьшен урон. Справедливо, не имба в импах. Корейцы. Так. The Greens are receiving massive updated. Так. Вы что с корейцами сделали? Ребята, вы на святое посягнули. Ну ладно, читаем быстро. Новый юнит, опять тоже Fire Lance and Rocket Racket Cards, как и у китайцев. Reduce minimum range for Mangon Line, Team Bonus Replace. Короче, у них тоже не будет манганели вообще. То есть забудьте про корейские осадные нагры. Это, конечно, звучит дико, но да, их не будет. Это просто жесть. На что они пошли. Теперь Villagers плюс 3 Line of Sight. Не понял? Так этот бонус так был. Reduce minimum range for Mangon Line, Team Bonus. Это командный бонус. Это ж командный бонус, теперь командный бонус, плюс 3 вилы видят. Прикольный командный бонус, не знаю. Особенно на Номаде, ё-моё, все вилы далеко видят, ничего себе. Элитный бар-вагон, блин. Бонус damage versus building. Ага, теперь они не так проносят здания. Они проносили здания неплохо, ладно. Элитная черепаха. Теперь она стреляет 2 снарядами из ракет. In between its cannon shots. То есть прикольно, между тем, как она раз там в 6 секунд выстреливает свой большой снаряд, да, еще маленькие какие-то ракеты вылетают. Что происходит? Received a large number of statistic changes. Теперь now more effective versus... теперь она более эффективна против галер, but more... но им тяжелее с брандерами. Блин, ладно, интересно, надо думать. Так, атака.
Canon 6 секунд. Так, каждые 6 секунд она стреляет. 20 милли урона. Блин, было 50. 25 милли урона в импах. Projectile Speed. Теперь медленнее летит снаряд сам. Это была самая имба. И баллистика не влияет, ладно. Ракеты. 3 rockets per volley. 2 volleys between cannon attacks. 3 rockets per volley. Честно говоря, ладно, не соображаю. Castle Age 6 Pierce Armor. Ну, короче, интересно. Против зданий будет вот этот вот ракеты, против других шипов. Интересно. Но видите, насколько я понимаю, это вообще вроде как касается только элитки. Нет, не только... не только элитки. Это и там и элитки, и не элитки. Короче, ясно. Армор. Защита у них... Не помню, какая была, поэтому просто смотрю и все, ладно. Уникальная технология. Cost change. Так, она становится дико дороже. И так как Манганелли теперь нету, Rocket Cards and Turtle Ships плюс 1 range fire. Короче, плюс 1 дальность на черепахи, понятно. И Rocket Cards, замена Манганелли и анагров. И дополнительно еще ракеты. Короче, там у корейца будет все взрываться, вообще прикольно. Ну и, естественно, нет Манганелли и всей линии Манганелли и Малати. А командный бонус теперь изменен на не в 2 раза больше, а на плюс 6. Не знаю, плюс 6 дальности. Почему так они поменяли? Окей, португальцы. Опа! Опа, сильно. Минус 10 хп на органы просто. Бах, и все. А элитку, кажется, не трогали. Элитка будет 70 хп. Ну, теперь Манганелли их почти будут валить, походу, да. Рим. Легионеры. Легионеры становятся, соответственно, тоже быстрее, потому что это, по сути, даже пехота. И... но у них нет поджога. Опа, у Рима нет поджога. Теперь они здания не круто проносят. Интересно, не нравится. Ну ладно, пофиг. Сицилийцы, посмотрите, что сицилийцы сделали просто. На 10 золота дешевле, но на 10 еды дороже стоит теперь сержант. Справедливо, тоже скорость их увеличили. Так, порезали броню от стрел, кстати. Чтобы не было слишком имбой, да, наверное, когда догоняешь. Не 0.96, не 0.95, дальше. Тут тоже, то есть, короче, я понял. Они теперь супер бронированные в ближнем бою, просто какие-то тевтоники, но слабее от стрел. Не уверен. Ну, типа, скорость подняли, поэтому так сделали. Самое дебильное, и я не совсем понимаю, но это интересно, ладно. Донжоны теперь можно строить в темной эпохе, подумайте об этом. То есть, понятно, что только крестьянами, да, потому что, как бы, да, первый донжон, как бы, всегда строить с крестьянами. И в чем прикол? Но в темной эпохе у него только 625 хп, 0,6 армора, и он не может стрелять до феодала. Но подумайте сами, вы приводите крестьян, строите где угодно у врага, там где-то донжон за лесом, как только апс, он уже стреляет, и он заранее, можно делать уже заранее юнитов, пики, сержантов, и дальше потом донжон, соответственно, становится все сильнее и сильнее, так как и был раньше, соответственно. Ну да, короче, фишка в том, что зато теперь ты сразу в феодале можешь ставить стрельбище и конюшню, потому что у тебя уже есть донжон, если ты так хочешь. Или ты можешь заранее его домой себе поставить. В общем, это создает очень интересный сценарий, я бы сказал. Славяне. Так, соответственно, теперь нету халявных сапплайсов, да. Теперь на халяву славянам дается гамбизон, отличная броня, и арсон. Поджог на халяву, ребята, с феодала. А теперь подумайте. У славян за 50 еду мечники с феодала все. Испанцы, миссионеры. Now affects by cavalry armor upgrades. И они еще бафают миссионеров. Типа, просто качаешь броню на миссионеров. Ладно, понял, тевтоны. 90 хп. Они им повышают на 10 хп больше тевтоникам обоим. 90 хп, офигеть. Я помню, у них 70 было вроде раньше. Они их бафнули 2 раза 90. Именно для тевтоников, у тевтоников еще тяжелее конвертить, походу, будет. Самих тевтонов тяжело конвертить, но и самих тевтонских рыцарей тяжело конвертить будет. Но они же медленные, поэтому их можно, типа, конвертить, но теперь их вообще нельзя конвертить. Ну, короче, можно, но очень долго, видимо, это будет происходить. Потому что у тевтон так-то есть и Devotion, и Вера. Так что захлебнитесь. Вьетнамцы. Новые юниты. Fire Lancer тоже у Вьетнама. И какой бонус? 20%... то есть оставили этот бонус Archer Range Units, все юниты из стрельбища и Fire Lancer на 20% больше хп. Понятно. Не сильное изменение, но окей. Викинги. Cost decreased
Ага, на 5 дешевле золото Берсеркер. Имба, учитывая, что он золото выкачивает с юнитов. Помните это? Так, Chronicles. Давайте пропустим тут компании, все вот это вот пока нам не сильно интересно. Не хочу слишком сильно видео затягивать. Давайте, новые карты. Новые карты. Glade Fortified Clearing. Glade такая типа... Сложно объяснить это. Типа арена, ну абсолютно без стен, все в центре. Тут как бы можно заволиться, но все равно без центра оставаться сложно. Fortified Clearing, я думаю, вы знаете, с кучей реликов. Тем более, то есть это в командных играх можно будет играть. И еще дополнительно Added One New Real World. Великая стена, карта реального мира. Прикольно. Так, добавили новые 7 различных карт для быстрого старта какого-то. Короче, теперь будет возможно играть на старте с 9 крестьянами. 6 дополнительных крестьян. 9 крестов старт, и это какой-то вот Quick Starts Map Variations. Я не уверен, будет ли это в мапуле, либо это просто будет... Короче, это, походу, просто отдельная такая карта, начинаешь ее там 7 крестов старт. Ну и вот некоторые... 9 крестов старт. Еще номад есть. Изменение карт, Аравия. Аравия. The player forest distance are now much more equal between all players. Короче, более балансный лес. Player forest have been made generally larger. Леса будут, в принципе, больше. Самые далекие леса игроков будут теперь немножко ближе. Теперь ресурсы будут генерироваться более непредсказуемо и натурально. Ну, как в реальной жизни, типа, ну, как вот там рандом, что ли, да? Наконец-то, как раньше было. Не слишком все так скриптовано, что ли. Круто. Нейтральные ресурсы, ну, для дуэлек нейтральные ресурсы будут ближе к центру. Тоже, то есть они изменяют расстояние между игроками, оно может быть как-то, походу, и больше, так и меньше, то есть более рандомное. Huntable animals now spawn randomly. То есть олени, грубо говоря, теперь могут заспавниться на самом деле на какой-то... не только вот определенной дистанции, но больше дистанции. Видите? Ну на один тау. 23-27 было, 20-28, понятно. Теперь есть шанс, что сгенерируется в группе от 2 до 4 оленей, грубо говоря. Вместо только 3. Надеюсь, это будет балансно. Как бы от одного 2, от другого 4. Тоже релики рандомно располагаются, но балансно. Окей, one relic no longer generates in the dead center of the map. Наконец-то они убрали, что всегда один релик в центре. Это как бы слишком чит. Теперь они говорят, что релики теперь скейлятся, как бы масштабируются, ну, будет большее количество реликов от количества карт, от размера карты. То есть, видимо, чем больше карты, тем намного больше реликов будет. Добавлена какая-то новая экстремальная возвышенность, да, уровень возвышенности на карте, и 40% на 40% шанс этого будет выше. Прикольно. Короче, 50%... Это вообще, конечно, бред, но это все Аравии касается. 50% шанс, что обычные олени теперь будут заменены группой каких-то лошадок, которых нельзя пушить. Только я не совсем понял. Ну, видимо, huntable animal, значит, их можно кушать, но их нельзя пушить. Кушать их просто без мельницы или мельницы. И, короче, еще будут какие-то темы для карты. Именно для Аравии. Арена. Так, ну это не simple. Introduce various new themes. Так, тоже какие-то новые темы для карты. Ладно. Теперь генерируются стены, только задних стен, короче, теперь не будет. Не надо удалять, видимо. Только к центру карты. То же самое, что олени, которых нельзя пушить, типа. В центре будут какие-то еще нейтральные олени. Sometimes not having forest generate inside their walls. Сейчас почитаю. Понятно. Ну, короче, лес будет всегда внутри. Так, в стенах не должно быть одиночных деревьев. Теперь будут какие-то холмы снаружи. Some elevations to the outside forest. Почему именно forest? Я думал, просто снаружи. А тут
На наружных лесах будет холмы. Так. Хорошо. Темный лес. Честно говоря, ну давайте про темный лес, про Номад, может, почитаем, но про все не буду читать. Ссылка в описании будет. Other object decrease. Так, не совсем был. Decrease the number of inaccessible areas. Короче, понятно. Теперь будет меньше мест, куда нельзя будет добраться без вырубки. Понятно. Теперь у каждого будет хотя бы маленький лужа, маленький понт. Короче, более равное распределение, видимо, кабанов будет. С реликами тоже у каждого будет по 2 релика. Updated the map visuals. Так, давайте почитаем про... Мне же кажется, я Номад видел. Или мне глюка Нова. Мегарандом тут. Номад тоже есть. Мегарандом, который всегда в мапуле, они его пихают. A major increase of variations for all maps layout leading to less predictably. Говорят, что будет больше разнообразия, короче, больше рандома. Наконец-то. Nomad Start can now feature extra villagers. Теперь на Nomad, если у вас Nomad Start на Мегарандоме, да, где нет ТЦ, до 14 крестов может сгенерироваться, охренеть. Так. Больше, короче, еды может генерироваться. Короче, что-то к гиперрандому стремятся. Новые бамбуки, вода, animals. Короче, будет больше разного визуала. И больше разных деревьев тоже. Мичи. Угу. Маркеты видны с самого начала. Так, что тут, что с Номадом творят? С Номадом интересно, да? Это chance of small landlocked gene. О, теперь не тупо будет просто остров, и вокруг можно плавать. Иногда будет вероятность того, что будет к концу карты нельзя будет проплыть, и конец карты, остров будет соединяться с концом карты. Опа, landlocked называется. Gold and stone deposits are more evenly spread out. Короче, золото и камень распределены более равномерно, надеюсь. То же самое с ягодами. Ну, это посмотрим, что значит natural looking. Added more variety in the map teams. Так, increase the map dimensions. Можно это перевести мне, пожалуйста? Потому что я не совсем понял. Players now spawn with one heritable. Так, не переводит. Что такое dimensions? Размеры. Размер увеличил на 5%. Окей. Интересно. Players now spawn with one heritable close to... Что? Players now spawn with one heritable close to one of the starting villages. Что? Ну прикольно, кстати. Это же баланс. То есть у вас 3 креста, и рядом с одним будет всегда овечка. Класс. Так. Relics now scale more approaching. Так, релики более балансно. Players starting villagers generate more. Ну, короче, более балансная спавн крестьян. Опять они тоже делают про 50% с непушащимися оленями. Ладно, не буду выдаваться супер подробности. Юкатан, ладно, бог с ним. Random Map Scripting. Что у нас тут по RMS? Ну ладно, наверное, тут я не буду разбираться. Не сильно в этом шаре. Editions. Так, ну вот, ладно, давайте смотреть, короче. Вот что у нас будет, короче, добавлено в игру, по сути. Новые деревья, посмотрите. Это, как они выглядят, короче. Lush бамбу какой-то, Asian Pine. Блин, выглядит круто, посмотрите вот на это. Посмотрите такие, да, эти осенние деревья. Willow. Вообще классно выглядит. Вот что-то такое китайское, японское. Еще больше деревьев добавляется. Ладно, давайте так посмотрим. Посмотрите на это. Этот New Rock Objects. Будут добавлены новые объекты, скалы. Посмотрите, это типа живые. Там вообще панды прыгают. Господи, кто-то запарился. Панда сейчас застрянет. Господи, это офигенно просто. И они показали только одну картинку. Limestone Rock, Pillar Rock, Panda Rock. Это эпик просто. Added 3 new predatory animals. Посмотрите, новые чуваки.
Называются, так, additional, the bear and wolf have been renamed brown bear and okay. Black bear, черные медведи. Полярные медведи, тут трупы. Arabian wolves. Что? Что? Аравийские волки, охренеть. Chicken. Так, теперь у нас будут курицы. Курицы это, я так понимаю, шо? 65 еды курица. Типа пол оленя? Это кто? С разными цветами. Офигеть. А это кто? Аргали. Это вообще что за котик? Козлик. Прикольно. Дальше. Edit a new type of animal with 3 color variations and only wild chicken. Так, в чем разница? These animals have limited movement and will remain close to their spawn origin at all times. Короче, куриц добавили. Реально просто по 65 еды курицы будут бегать. Вот это вообще будет ропл. Будем рашить курицами. Так. Какие-то птицы. Дикие животные. Дикие лошадки. Обезьяны. Пингвины дикие. Что? Какого-то добавили нового креста двух видов, который не будет автоматически добывать ресурсы на имперских войнах. Я вообще не понял, почему это. Так, какая-то фигня. Edit new terrains. Ну и, короче, новые террейны всякие. Блин, ну это надо все посмотреть, это так непонятно. И даже скалы новые. Искусственный интеллект, типа, да? Давайте посмотрим. На экстриме теперь он будет скаутрашить по-новому, пишут. Типа, ну он не будет стакаться перед ратушей, туда-сюда бегать. Там, типа, идти к ратуше, не идти к ратуше, идти к ратуше, не идти к ратуше. Так, будет за венгров очень часто открываться в скаутов, ну и чаще, в принципе, да, или что? Говорит, нет, 15% вероятность. Короче, они будут там в обход идти скаутрашить. О, теперь он будет микрить одним скаутом, отводить пику и остальными добивать пику. И они будут блочить твоих вилов и убивать просто. Они засунули хероидного сюда, ладно. Only original maps. Ладно, бог с ним. Unit AI. Так, тут что-то довольно важное. Это про поведение юнита. Fix a bug making villagers go idle at resource location when engaged with back to work command after the resource is depleted. Ага. Ну, короче, возвращающих на работу ресурса уже больше не существует, и поэтому они не работают. Это пофикшено. Ну, короче, когда на стейкграунде ты пытаешься райт-кликать кого-то, они там не хотели атаковать. Правильно я понимаю? Они меняли цели, хотя они могли достичь ее. Ну ладно, теперь будет нормальный фокус цели. That made units on standing ground ignore secondary targets after the primary target dies. When issued... Короче, да, когда ты на стейкграунде прошифтовываешь цели, оно убивает одну, а дальше игнорит. Сейчас не должно игнорить, шифты должны срабатывать по целям. Mitigated initial... mitigated initial... Честно говоря, что? Просто... Прошли, которые монахи записали, если им отдавалась команда на движение во время обращения вражеских отрядов. Интересно. Pathfinding, давайте почитаем, тут довольно важно. Rewarding villager pathfinding, which was making them... Короче, это понятно. Они просто шли вот не по прямой, а вот как-то вот такими вот квадратами. Это мы видели все, теперь они так не будут ходить. Походу меняют pathfinding, походу, потому что я вижу. Так, мне нужен сейчас немножко тут перевод, чтобы точно понять. Разделенные отряды пригруппировались после командного перемещения, они встречались в нужном месте. Ну да, они там перегруппировывались, один за другого становился. Ну да, это тоже в обходы обходили постоянно. Issues that prevents units from reaching the exact location clicked by the player. Короче, будут лучше двигаться юниты, что непонятного-то?
Fiction issue that made villagers break their paths into more segments, resulting in slower and longer roads. Ну, это то же самое, по сути. Фига, реально на маленькие сегменты делить. Fiction issue that made units take longer paths around... А, они прям написали, блин, да? То есть они разбивали по ходу пэсфайдинг на маленькие сегменты, и поэтому, типа, наверное, для упрощения, чего-то ускорения, и поэтому они так тупо ходили. Ха-ха. Короче, вокруг, когда чего-то обходят, тоже надо чуть-чуть что-то обойти, они выбирают длинный путь, они будут лучше теперь обходить, как раньше, короче. Не будут они отступать, то есть ты им говоришь идти вперед, они не будут сначала идти назад, а потом вперед, они сразу пойдут вперед. Раньше это тоже дико бесило, когда они идут тупо в армию, а не от армии, как ты хочешь, вражеской. Ну, короче, тут и вилов зафиксят, они будут не тупить, я так понимаю, возле деревьев. Плюс, как только ты поставишь лесопилку, они будут работать на ближайшем дереве, а не на каком-то. Так. Не буду это читать. Ладно, моды. General. Ладно. Ongoing. Вот тут надо почитать. Они вроде писали, что там что-то интересное. Привет. Так. Да, Capturation теперь работает над новыми DLC. Они тут говорят, что вот поиграйте в наше прошедшее DLC, мы хотим больше денег, там все круто, там вроде очень прикольный фидбэк, так что попробуйте. Так, про PlayStation рассказывают, что теперь возвращаться в PlayStation эпоха или что? Офигеть, сколько текста. Честно говоря, что? We also mentioned that there is an exciting new expansion coming to you by the year. We provided a couple of images. Да, короче, будет новый DLC, соответственно, ну, видимо, как раз в середине апреля. Дай бог, чтобы к концу доделали. Короче, пока больше инфы поэтому нету, хотя сейчас что-то там намечать. Так, что-то сейчас увидим. Итак, смотрите, очень важная информация. Следующее DLC, тут не сказано на самом деле, что следующее DLC будет именно в апреле, да? Это будет патч, а DLC может позже будет, ну окей. Хотя, видимо, одновременно, или практически. 5 новых цивилизаций будет. То есть 5 brand new cities. И все доступны в мультиплеере. 5. Is it all the DLC includes? Нет, это будет не только 5 цивилизаций. Будет еще всякая фигня. PlayStation, the next DLC and news on the availability. 5 цивилизаций. Я не понял, откуда какие 5 цивилизаций. Так, давайте уже смотреть, что тут. Так, все. Ребят, все. Что я тут вижу? Я тут какую-то вижу картинку прикольную, новые деревья. По-моему, очень много всего исправили. То, что я хотел, то, что я не хотел. В общем, есть смысл доживать до какого-то там апреля реально. Скажите, что... Если вы что-то найдете, что они еще не исправили, можете написать, конечно, но прикольно, блин. Некоторые вещи, конечно, меня так, что-то новенькое, ну, вроде неплохо, вроде и пэсфайдинг, говорят, пофиксят. Мечами можно играть, транспорты, вот это, то, все. И визуал, наконец-то, новый добавляют. Ну, честно говоря, учитывая то, что мы уже голодные, мы уже где-то полгода вообще без каких-либо патчей, это то, что нужно. Конечно, будут какие-то косяки, какие-то проблемы, но это мы разберемся. В общем, ставьте лайк, если хоть что-то здесь поняли. Читайте сами это все. Я вроде как больше для себя понял. Но ждать еще больше месяца, видимо. Так что запасаемся попкорном. И все. Всем счастливо, всем лайк. Или мне лайк, или кому-то лайк. И до новых встреч.